каждым годом мы находим все больше далеких миров, веками скрывавшихся от нас в необъятных глубинах пространства и времени. По данным Европейской энциклопедии экзопланетных систем, новые технологии и методы обнаружения на сегодняшний день позволили подтвердить существование 6887 экзопланет в 4940 планетных системах. Разнообразие миров за пределами нашей Солнечной системы превосходит все ожидания. Жаркие испаряющиеся планеты, океанические миры, суперземли и суперсатурны. Воображение космоса воистину несравнимо богаче нашего собственного. Сегодня мы изучим миры, о существовании которых еще несколько десятилетий назад могли мечтать только в научно-фантастических фильмах. Зрелище двух солнц над пустынной планетой Татуин из «Звездных войн» считается одной из культовых сцен в истории научной фантастики. Два светила, восходящие и заходящие вместе, указывают на то, что Татуин не вращается вокруг одного Солнца, а следует по орбите, охватывающей обе звезды двойной системы. Такую орбиту называют циркумбинарной или орбитой P-типа. Она контрастирует с орбитой S-типа, где планета вращается вокруг одного из компонентов двойной звезды. Такой планетой является, к примеру, HD 189-733b, о которой ранее уже выходил отдельный ролик на нашем канале. Во времена зарождения франшизы «Звездных войн» планеты, вращающиеся по орбитам P-типа, были лишь плодом воображения сценаристов, но сегодня мы знаем, что они действительно существуют. В 2011 году, в 200 световых годах от нас в созвездии Лебедь, была открыта планета Кеплер-16b. Две звезды этой системы находятся очень близко друг к другу. Их разделяет всего 33 миллиона километров, почти в 2 раза меньше, чем расстояние между Солнцем и Меркурием. Такое близкое расположение делает их неразличимыми при наблюдении, но двойственную природу системы можно определить по периодическому ослаблению их совместного блеска, когда светила затмевают друг друга в ходе орбитального движения. Дополнительные падения светимости, замеченные при наблюдениях телескопом Кеплер, которые не совпадали с затмениями звезд, указывали на наличие третьего, невидимого тела, заслоняющего часть света от двойной звезды. Неравномерные интервалы между этими затмениями свидетельствовали о циркумбинарной орбите, при которой время прохождения сдвигается из-за вращения двойной звезды. Как бы ни было велико желание найти реальный прообраз Татуина, определить, что загадочный объект является планетой, было непросто. Это вполне могла быть и третья звезда, пролетающая мимо двойной системы, как это происходит, например, в системе Альфа Центавра. Однако влияние этого тела на орбиты звездной пары вызывало не слишком большие изменения во времени их затмений. Эти отклонения зависят от массы дополнительного объекта в системе, и в случае Кеплер-16b эта масса соответствовала планетарной. Небо Кеплер-16b напоминает то, что видно с Татуина, но сама планета не является ни каменистой, ни горячей. Планета, сравнимая по размеру с Сатурном, делает полный оборот вокруг своих звезд за 229 дней. Из-за малого размера светил планета получает не слишком много тепла, и ее поверхностная температура, по оценкам, составляет минус 73 градуса по Цельсию. По времени прохождения и затмений удалось определить массу планеты и ее радиус, что дало возможность вычислить среднюю плотность, чуть меньше 1 грамма на кубический сантиметр, выше, чем у Сатурна, но значительно меньше, чем у планет земного типа. Предполагается, что Кеплер-16b представляет собой гибридный мир, наполовину состоящий из горных пород и льда, а наполовину из толстой водородно-гелиевой атмосферы. Являются ли планеты на циркумбинарных орбитах обычным явлением, или Кеплер-16b все же редкое исключение?
На протопланетные диски, окружающие двойную звездную систему, воздействие притяжения удваивается. Это приводит к тому, что зародыши планет, называемые планетиземалями, разгоняются и сталкиваются на скоростях, исключающих образование новых миров. Кроме того, если планета в процессе формирования или миграции оказывается слишком близко к звездной паре, она может быть поглощена одной из звезд или выброшена за пределы системы из-за большой амплитуды колебаний гравитационных сил. Но в системе Кеплер-16 значительная разница в размерах звезд приводит к тому, что более массивная звезда расположена близко к общему центру масс и почти не движется, в то время как ее спутник и планета движутся по своим орбитам. Это создает условия, при которых гравитационное притяжение, действующее на Кеплер-16b, остается относительно стабильным, что, возможно, и позволило этому миру избежать судьбы многих других циркумбинарных планет. После открытия Кеплер-16b были обнаружены и другие планеты, вращающиеся вокруг двойных звезд, такие как Кеплер-34b и Кеплер-35b. Но могут ли вокруг двойных звезд сформироваться целые планетные системы? Ответ был получен при наблюдении за системой Кеплер-47, двойной звездой, состоящей из солнцеподобного светила и его втрое меньшего и на 99% более тусклого компаньона. Две звезды образуют тесную пару с периодом обращения примерно в 7,5 суток и расстоянием между компонентами всего 12 миллионов километров. В 2012 году в этой звездной системе были обнаружены две планеты, а в 2019 еще одна. Кеплер-47b – самая внутренняя планета системы. Радиус планеты примерно в 3 раза больше земного, а масса оценивается в 8 земных. Планета совершает полный оборот вокруг двойной звезды за 49,5 дней с равновесной температурой поверхности около 169 градусов по Цельсию. Вторая обнаруженная планета в системе, Кеплер-47c, еще больше, с радиусом около 4,7 земных и массой около 20 масс Земли. Имея равновесную температуру поверхности в минус 32 градуса по Цельсию, она совершает оборот вокруг звезд примерно за 303 земных дня. Если у этой планеты есть крупные спутники, они вполне могут быть интересны с точки зрения наличия жизни. Третья планета, Кеплер-47d, открытая позже других, имеет радиус в 7 раз превышающий земной и массу около 19 земных. Один ее оборот вокруг двойной звезды длится чуть больше 187 дней. Эта планета с равновесной температурой поверхности в 10 градусов по Цельсию попадает в зону обитаемости, то есть на ее поверхности или на поверхности ее спутников может существовать жидкая вода. Открытие 3 планет в системе Кеплер-47 говорит о возможности существования целых систем, состоящих из миров, похожих на Татуин. Если ролик понравился, подписывайся на канал Астродемиург, и вместе мы посмотрим, куда приведут нас научные знания и воображение.